Всем мира и добра. Во-первых, хотел сказать, что я открыл свой телеграм-канал, и ссылка на него будет у вас в описании. Хотите, подписывайтесь, кому это интересно. Второе, значит, какой был вопрос? Вопрос был о том, можно ли вычислить параметры атаки и релиза для компрессора. Ну, так же, как мы это делаем, допустим, для дилея, да, я думаю, что все знают, как можно посчитать дилей. Это достаточно просто. Нужно взять 60 тысяч и разделить на текущий темп композиции. И вы получите дилей в миллисекундах. Соответственно, деля на 2, на 3 и так далее, на 4, вы получите восьмые, триоли и так далее. Да? Почему 60 тысяч? Ну, во-первых, темп в BPM у нас идет в ударах в минуту. Да? Значит, в минуте у нас 60 секунд. Соответственно, 60 секунд разделив на BPM, мы получим темп в секундах. Но нам надо перейти в миллисекунды. Для этого нам нужно умножить все это на 1000. Вот отсюда получается 60 тысяч. Теперь по поводу компрессии. Ну, первое, что надо сказать, что компрессия и компрессоры, как железные, так и плагинные, работают все по-разному. И если у вас там, допустим, на компрессоре написано 10 миллисекунд, то 10 миллисекунд на одной модели, на другой и на третьей будет звучать по-разному. Это будет не одинаково. И гораздо честнее, когда на компрессоре пишется не миллисекунды, а просто fast и slow, да? То есть быстрая атака и медленная атака. Тем не менее, компрессоры бывают разные. Ну, понятно, что они есть по типу и по элементной базе, то есть могут быть ламповые, могут быть транзисторные, могут быть на полевых транзисторах компрессоры. Природа у них так же, как и у плагинов, они тоже звучат все по-разному. Плагины тоже звучат все по-разному. И, допустим, протулзовский компрессор штатный звучит совсем не так, как звучит Waves при одних и тех же цифрах, которые бы там написали. Тем не менее, есть какие-то общие понятия, общие представления о времени атаки. Есть быстрая атака, ну то есть когда компрессор срабатывает мгновенно, да? Есть атака, допустим, можно разделять там, допустим, на 5-7 миллисекунд, 15-20, 100 миллисекунд. И в этом случае, в принципе, по атаке еще можно как-то говорить, что можно что-то посчитать. То есть, ну, здесь подсчет здесь такой, да, если время звучания кик-драм, условно, можно сказать, ограничить звучанием 50 миллисекунд, то ясно, что атака в 100 миллисекунд для кик-драм неприемлема, да? А атака может быть быстрой, допустим, 3-5 миллисекунд, тогда вы выделяете только сам щелчок. Может быть 10-15 миллисекунд, тогда у вас сохраняется тело у кика. Или, но больше 15-20 миллисекунд для ударных инструментов атака не актуальная. Либо она очень быстрая совсем. Да? То же самое касается щипковых инструментов. Это акустическая гитара, клин-гитара, пицциката струнная и так далее. То есть ударные щипковые инструменты – это инструменты с быстрой атакой. Духовые инструменты, у них атака гораздо медленнее, потому что это губы прежде всего. И губы уже это не щипок или не удар палочки. Соответственно, градации по атаке еще можно как-то разделить и выделить. По поводу релиз. Конечно, можно задаться целью и посчитать по темпу вашей песни, сколько у вас будет 8-я, 16-я, 32-я, четверть, и поставить релиз в соответствии с этим. Но здесь надо понимать один момент. Параметр релиз жестко и очень сильно связан с параметром threshold. Потому что чем ниже у вас порог, по ощущениям создается впечатление, что релиз у вас становится длиннее, дольше. Также и ratio, оно тоже связано с этим параметром. Поэтому здесь как бы вычислять это все очень сложно. При разных точках порога у вас будет абсолютно разные значения релиза, которые подходят для данного трека.
То же самое касается и вокальных партий. Вы не можете сказать, вокалист где-то он может говорить это скороговоркой, там очень быстро, а где-то он может петь очень распевно. И это может быть все в одной песне. Поэтому релиз тоже здесь либо это компромисс у вас, либо вы его подбираете интуитивно и так, как вы слышите. Ну, здесь вообще надо сказать, что все, что связано с музыкой, это эмоциональная сфера человеческой деятельности. И, соответственно, и релиз – это тоже очень музыкальный параметр. Он очень сильно зависит от того, какой характер вы хотите создать, чего вы хотите добиться – жесткости, мягкости, упругости, пружинистости. Да? И все эти параметры, они очень взаимосвязаны, и они очень музыкальные, эти параметры. Особенно релиз. Поэтому я бы не советовал вам заниматься вычислениями и калькуляциями. Ориентируйтесь на свой слух, на свой вкус и на свое понимание и восприятие. Со временем оно к вам придет. На сегодня все. Всем хороших миксов. Пока.